Привет, друзья, приветствую вас на канале Алекс 404. Ну что, сейчас катанем немножко на велосипеде. Как обычно, вот так вот я выхожу всегда с полными руками, когда иду покататься. Тут у меня мусор, тут у меня пустые бутылки вшуканы туда в сарай, где у меня стоят велосипеды. Почему-то всегда это выглядит вот таким образом. Я весь нагруженный мусором, какими-то кульками, бутылками. Погнали. История такая, я на сегодня вообще планировал дальний заезд на 150 километров минимум, лучше на 200 по руте Драйтин. Есть такая, нет, Зибен уже в это время я уже передумал и хотел по седьмому маршруту. Этот маршрут идет через 9 стран, начинается с самой северной точки Норвегии и до Мальты, туда вниз в Средиземное море. Ну и, соответственно, он проходит через Германию, вот здесь вот через Росток. Через Росток, ну вот здесь у нас получается, и потом идет туда в сторону Дрездена, и там в Дрездене, значит, маршрут идет через Чехословакию, то я сейчас мусор выкидываю. Все еще отпуск, точнее уже все. Понедельник на работу, сегодня суббота. Я всю неделю вроде бы как подготавливался к этому маршруту. Мы с Ирусей катались тут каждый день активно, все дела, готовились. И сейчас к концу недели вообще погода испортилась на нет. Просто ураганы, дожди. И я должен был вчера в пятницу. Такой, нет, что-то совсем что-то я какой-то уставший. Вот все, ветер, ураган. Нет, сегодня не. Завтра в субботу. Я с вечера все подготовил, цепь на велосипеде поменял. А погода просто, ну вот ветер, ураган. Я такой посмотрел, ладно, значит я буду ехать по ветру, а обратно против ветра сяду на электричку, поеду на электричке. И никуда я не поехал, потому что, вообще нету никакого желания ездить на эти длинные расстояния больше. Вот как-то вот отъездил, вот серьезно, это скучная история. То есть ты целый день едешь часами. То есть раньше я ездил, чтобы себе доказать, что я могу 100 километров, 150, 200, что я могу проехать. Раньше я ездил, у меня хватало мотивации на это. А сейчас мотивация все закончилась. Я такой, как представлю себе сейчас целый день под дождем, против ветра. Вот это вот ради чего? Зачем? Короче, как-то вообще мотивация исчезла. Никуда я сегодня не поехал. Вот сейчас я выезжаю. Выезжаю Мед. Я там когда ездил возле Марлов, здесь там я видел мед продают, прямо на улице стоит такой стендик, столик, и там баночки меда по 6 евро пол-литра. Я скинул себе Ире в WhatsApp координаты, вот этот штандорт, где этот мед. И сейчас я как раз собирался, то есть я сижу с утра, я уже привыкший, я уже на системе, я уже не могу просто так дома сидеть. Мне надо где-то либо тренироваться дома, либо ехать куда-то, что-то надо, какой-то движняк. Я не могу просто так лежать, сидеть, тупить. Вот, и такой, проеду, прокачусь там 30 километров просто, чтобы развеяться. А потом такой, стоп, а там же мед недалеко, где мед, посмотрел, там недалеко еще, плюс 4 километра от Марлов, всего получится где-то 35-36 километров, наверное. И думаю, заеду, куплю мед по дороге, вот. И поэтому у меня как бы сейчас появилась цель для покатушки поехать купить мед. И плюс что-то болтаю по дороге, расскажу свое отношение к этим длинным бреветам, которые у меня вот поменялось просто, не знаю, плюс еще эти дурацкие погоды, плюс это сейчас куда-то ехать на машине, там до Ростока, пересаживаться, ждать поезда, потом куда-то ехать целый день, потом опять на поезде ехать обратно. Это такая, когда я могу просто здесь с Русей покататься, прикольно где-то сходить сейчас кофе попить, сходить что-то
ну как-то провести время интересно, а не вот это вот целый день. Короче, потерял интерес, не знаю, может вернется еще следующим летом. И я как-то чувствую себя каким-то предателем слегка сейчас. Ну, как бы, вот так вот. Вот такая вот у меня деталька выпала из велосипеда. Это явно буква R, типа от моей розы велосипеда какой-то. Я не знаю откуда. Это катастрофа. Я уже все обыскал. Не могу понять, откуда она свалилась, эта буква R. Вы не в курсе? Вот откуда вообще может это вот вывалиться? Вот мне интересно. Буква R. Где-то она была вот пришпандорена, вот там крепление прямо все есть. Вот, друзья, так что сейчас поедем, поболтаем, купим меда. Сейчас я еще вот цепь здесь. Где она? А, цепь у меня, я поменял, вчера снял цепь. Она сейчас у меня в бензине отмачивается. Сейчас я ее достану, положу в фит, вымою в воде с фитом, с моющим средством. И буду сегодня варить, ваксовать. Наверное, это сниму тоже, покажу еще раз в очередной раз, как это выглядит. В общем, погнали. Магазин, это, кстати, вон наш дом. Вот этот красный. Вот тут магазин. Он просто вот в 50 метрах от нас. Пошел разменять 10 евро, чтобы мед купить, потому что мед стоит 6 евро, у меня только бумажка Shine 10 евро. И задарился углеводами, смотрите, я все охочусь на скидку на сникерсы, потому что сникерсы это самые идеальные углеводы на велосипеде, там орехи, то есть немножко белка и углеводов, идеальное сочетание. А тут вон какая-то, смотрите, шняга такая вот замена, тоже с арахисом. И тоже углеводная, она стоит. Такая фигня 2,29 всего-навсего. Тут ригели этих батончиков 2, 3, 4, 5, 6 штук. Надо понимать, что сникерс продается, как правило, по евро за штуку. А здесь вот 6 штук за 2,30. В общем, сейчас буду испытывать, проверять, как они работают. У меня уже здесь вон углеводный уголок. Значит, я здесь собираю вот так вот красиво, чтобы цак. Что-то не совсем красиво получается. Вот так вот. Сейчас сделаем. Тут у нас запасные камеры и запасные углеводы. О, идеально. Вот так это в сумочке выглядит. Тут помещаются наушники, протеиновый батончик и углеводный батончик. С протеиновыми батончиками, конечно, была история. Мы когда позавчера ездили с Вишмар-Ширин, там по карте 28 километров, вроде как 56 километров всего туда-сюда с Вишмар-Ширин и обратно должно было быть. И Ира сама предложила, поехали с Вишмар-Ширин. Я такой, конечно, да, поехали. В результате она говорит, а сколько километров? Я говорю, ну 28 в одну сторону, 56 в две стороны. В результате получилось, мы проехали 74 километра. Она хоть и на электровелосипеде, но я вам скажу, я ездил на этом электровелосипеде, 50 километров как-то, 55 на пробу проехал. Блин, ну это не так прямо, что ты вот не чувствуешь. Это ты реально тоже работаешь, крутишь. Это легче, чем на обычном. Потому что я с ней проехал по этим холмам против ветра. Обратно мы ехали, я конкретно выдохся. Но история не обо мне. Ну, в общем, если кто-то думает, что электровелосипед это типа вообще на изи, хоть миллион километров, нифига, это тоже стоит усилий. И не позавтракали, торопились что-то. Все, поехали, в дороге позавтракаем, и все. Выехали, сели, поехали, доехали на машине до Висмара, припарковали, сели на велосипед и поехали. И я говорю, пей воду. Ешь углеводы, ешь вот что-то сладкое. Там было у меня... Что у меня было из сладкого? У меня были сладкие напитки. Нет, это слишком сладкое. В Швейне поедим мороженое. Короче, приехали в Швейне. Я вижу, она начала потухать. Я хочу уже очень сильно есть. Я говорю, блин, а ты на Центральной улице. Я не знаю, что есть. Я говорю, ну пошли в Black Factory. Фу, Black Factory, это для социальных элементов, для бомжей. Я говорю... Что еще?
мясное сейчас вот здесь вот купишь на центральной улице, мы же с велосипедами, надо понимать, это где-то надо, чтобы на вынос вот так вот по-быстрому. Говорю, поехали мороженое, я сладкое не хочу. Говорю, съешь вот, на вот батончик протеиновый, у меня как раз с собой были батончик. Она съела этот батончик, а он протеиновый, он обладает таким свойством, ты его ешь, и голод вообще как рукой снимает, и еще вот там, не знаю, сколько, полдня ты можешь на этом батончике. Так и получилось, на этом протеиновом одном батончике проехала 74 километра, потому что она потом уже ни сладкого не хотела, ни соленого не хотела. Я вижу, что она сейчас потухнет, потому что это все-таки белок, а ей нужны углеводы. И я не могу заставить, она капризничает, как маленький ребенок. Это я не хочу, это я не буду. В результате пару глотков воды и протеиновый батончик. Я говорю, блин, с тобой выгодно. Я теперь буду всегда возить протеиновый батончик. Выдал и вуаля. Это, конечно, все шутки. Я за нее несу ответственность. Она не слушает меня. И, короче, в результате получается, что ты от меня хочешь. И в результате говорю, я за тебя ответственность несу. Ты сейчас в Швелине потухнешь. И что мы будем делать? Такси отсюда вызывать? Обратно ехать? Или как ты себе это представляешь? В общем, у нее представления вообще нету, у нее все вот это я хочу, это я не буду, а это я буду, а я хочу вот там, а я тут не хочу. И вот так вот эти детские капризы, очень непросто с ней ездить на далекие расстояния. В результате еще я остался виноват, как это так, 74 километра, ты мне говорил 56, на 74 я бы не подписал. Я говорю, блин, ну это не ко мне, это надо вот, кто карты составлял там, не знаю, чтобы они Шверин чуть поближе принесли, ну, в общем. Такая поездка получилась. Я просто о ригелях этих протеиновых батончиках хотел сказать, что вот и Руси хватает просто одного батончика, и она целый день на нем ездит, батарейка вот эта. Все, погнали. А, да, погнали что? Погнали. Я сейчас немножко расскажу, как происходит ваксование цепи у меня. Значит, я сейчас езжу в 2 цепи, еще планирую 3-ю купить, чтобы в 3 цепи ездить. Я снимаю цепь, соответственно, да, кладу ее вот в бутылку, там сейчас внутри цепь лежит, вот с таким вот ваш бензином, то есть, ну, бензин специальный, чтобы мыть, для мытья. Кладу ее сюда, она здесь у меня пару деньков лежит, я ее вот так болтаю. Потом сейчас я ее вытащу, засуну в бутылку просто с водой. Вот сейчас посмотрю, здесь какая бутылка почище вот эта вот, наверное. Налью сюда моющего средства, пару капель, чтобы вспенилось. То есть я сейчас вот так отолью воды, налью этого пенящего, просто я уже показывать не буду. Так, понятно. Там хорошенько поболтаю, потом вытащу ее отсюда. То есть я сейчас отсюда вытащу, сюда всуну, поболтаю, вытащу, повешу сушиться. Она просушится, но я тряпкой вытру, повешу сушиться. И потом вот в этой вот камере я проваксую, проварю ее в ваксе, в парафине. Вот, собственно говоря, вся история, как это выглядит. Все, погнали, друзья. Выехал наконец-то. Получится где-то 38-40 километров. Сгонять, купить медик, фанатом которого я являюсь просто. Я везде, при случае, при возможности покупаю мед. Вот реально из разных мест такая цена в 5-6 евро за полкило, или за пол-литра, точнее. Это его цена здесь. Ну и вообще по Европе, мне кажется, 5-6 евро за пол-литра. И я прямо везде, где вижу, покупаю. У меня же дома целая коллекция разных всяких. И тут недавно я мимо проезжал. У меня с собой денег не было. И там такой стендик в деревне. Ну, как вообще здесь везде очень часто и много есть. Вот в деревнях ставят возле дома такой столик, стендик, шкафчик. И там продают все, что там, как правило, это яйца, овощи, фрукты, цветочки, кто что. И все на доверии. То есть ты берешь, что тебе надо, и кладешь денежку там рядом в ящичек или просто под баночку соседнюю. Вот так вот. И я мимо проезжал, мед 6 евро за пол-литра. На вид, как, кстати,
с рапса белый такой. Блин, пожалел, что денег у меня не было. Скинул Ирусе Штантову. Ну, типа место на карте в Google Maps, где это. Ну и сейчас уже поеду с деньгами туда. И, соответственно, будет цель для покатушки. Потому что я понял, вообще чувствую себя немножко предателем. Потому что потерял интерес к большим турам, длинным велотурам. Вообще стало как-то неинтересно, потому что вообще не люблю езду на велосипеде без цели. Одно дело поехать на фломарт, 70, 80, 100 километров, купить пластиночку, поискать пластинки. Есть цель, есть задача, ты едешь, покупаешь, все. Без суеты, без какого-то стресса с этими поездами, с этими, в общем, геокэшинг, тайники, геотайники. Тоже есть цель, ты поехал, нашел, не нашел, но есть была задача. А просто так, типа вот целый день ехать одному, скучно, беспонтово. Как бы я себе уже доказал, повторюсь, что могу. Смысл, короче, еще опять это делать. С утра была мысль списаться с немцем здесь, который тоже активно катает, такого моего возраста. Ну, блин, я с ним еще ни разу не ездил. И у меня этот долбанный насморк. Я сейчас буду ехать и с этими сопли эти наматывать, сморкаться. Одно позорище, короче. И не стал ему писать. Думаю, блин, куда поехать? В Walmart, блошиный рынок с пластинками завтра. Сегодня суббота, ничего нету. Завтра обязательно поеду за пластинками. А сегодня куда? О, мед. Я же проезжал, хотел мед вернуться купить. Вот все, еду сейчас куплю медика. И нового за нашу покатушку в Шверин рассказал. В принципе, была прекрасная погода, ну, ветрено было, ну, терпимо. А так прям было, мне очень понравилось. Там вообще такая дорожка шикарная по полям. Всегда прямая, асфальтированная велодорожка. Вообще махт-шпас, реально. Такие холмы, просторы. И в Ширине, мне нравится, когда в Шверин заезжаешь, ты едешь с небольшим таким уклоном вниз. И такое ощущение, что вот ты заезжаешь и через весь город мчишь просто всегда вниз и всегда так вот быстро через весь город. И ты когда вот едешь поля, и потом вдруг раз ты в городе, и ты уже на центральной улице мчишься на велосипеде. Вокруг трамвая, автобуса, суета, и ты мчишься. Мне нравится так эта движуха вот именно в Шверин, когда заезжаешь и едешь в центр города. И для Иры это слишком много. Она теряется, она слишком шумно, слишком много движения, слишком много опасности. Я вижу, что она перепуганная едет уже, и вот, а я еще темп стараюсь держать. Ну, короче, для нее это слишком много. Примечательного проехал я уже в этом году 3000 километров, что вполне себе неплохо. Хотел сказать немного. Одни скажут немного. Велосипедисты. Так каждый год результатик увеличивается. В позапрошлом был 2500, потом в прошлом 3500 километров за год. И сейчас вот уже конец августа. То есть 8 месяцев и уже 3000, остается еще 4 месяца. Ну, вполне себе можно чуть за 3,5 продвинуться. Если бы я сегодня стартанул в этот велотур на 150 километров минимум, то прямо было бы хорошо за 3500 к концу года. Ну, думаю, так как минимум 3600 накатаю. Ну, неплохо, учитывая то, что на работу на велосипеде я не езжу. То есть это все на выходные и в отпуска. Понятно, те, кто ездит на работу на велосипеде, даже 10 километров в день, у них там за год получается, блин, больше твоего. Но это абсолютно другая история. И тут как бы это все не поддается сравнению никакому. Это нечего даже сравнивать.
Это абсолютно разные истории. Вот 3000, вообще из другой сейчас оперы. Все очень долго и нудно. Я хотел себе кожаную куртку с эмблемой металлики, символикой металлики. Прямо вот хотел. Моя уже затерлась, как бы надо. Кожаные куртки. Новую, я фанат вообще кожаных курток разных и тоже коллекционирую. И металлика. Вот есть один только вид, фасон, который мне нравится. Она была на Эмп в магазине рокерском в Амазоне всегда за 250 евро. 249 евро, это ее прямо цена, всегда, годами, из года в год. И потом, когда я надумал ее купить, она вообще пропала из продажи. Ну, то есть вообще. Я ее везде в избранное, везде мониторил. Ее не было в продаже, наверное, года 2. Может, год. Год точно. Вообще не было. Я везде ее искал по всей Европе, по всему миру, где ее можно купить. И вот нету и все. Вчера случайно зашел в Амазон по этой ссылке. Есть. Причем цена какая-то странная. 137 евро. Все размеры. Все то же самое. 137. Не понял. Захожу в Эмп. Она там тоже появилась. Но там она 249, как и раньше. Захожу в eBay. Тоже есть 249. Правда, там и Эмп тоже продает. А в Амазоне 137. Не знаю, что это такое. Я заказал 2 размера L и XL. Я сначала заказал L, а потом почитал отзывы, маломерно. Думаю, надо заказать еще XL. Ну, у них доставка возврат обратный. Я, конечно, возврат бесплатный. Я отправлю обратно. Но я, испугался, боюсь, что их опять не станет. То есть я думаю, Ира говорит, да покажи, пока твоя L придет. Я такой, нет, а вдруг они опять исчезнут. Еще по такой цене. Заказал XL. Короче, посмотрим, в чем подвох. Либо потеряю вообще все деньги, 270 евро, скупой платит дважды. Либо все сложится нормально. Посмотрим. Стоит, что в четверг придет. Сделаю, сниму распаковку. Знаю, вам это нахрен не надо. Но вот так я развлекаюсь. Дурацкими соплями. Я же на работу на поезде езжу. Я стараюсь от Ральфа садиться в другой вагон, чтобы он меня еще по дороге мозг не выносил. А тут как-то получилось, что мы вместе эти вагонетки от поездов, колеса. Прикольно. Что я с ним вместе сидел рядом. Ну и я, в наушниках сижу там себе. В наушниках музыка орет. Я немецкий урок у меня. И смотрю, Ральф там. И соседи сидят напротив, тоже какая-то пара таких в возрасте. Ну, что-то с ними там хихи-ха-ха. Я такой, мне показалось, что в мою сторону. Потом такой, да нет, вроде. Выходим с поезда, у тебя что, носового платка нету? Что ты шморгаешь, типа, всю дорогу? Бляха, муха, позор такой. А я делаю это автоматически. И не чувствую, и не ощущаю, не замечаю. Катастрофа. Говорю, ты не мог мне сказать? Я просто, говорю, на автомате это делаю. Я не понимаю, что я это делаю сейчас. Вот такая вот история, походу, она проходит со мной очень часто. Потому что я всегда в наушниках. Надо как-то немножко обращать внимание. Теперь знаменитая горка. После операции, мне кажется, на нос вообще все ухудшилось. Эти сопли теперь всегда текут. Раньше как-то вот время от времени, сейчас вообще утром встал, текут. Короче, караул. И просто какой-то генератор соплей бесконечно. Сейчас еду, вроде уже все вышмакал. Я извиняюсь за эту тему дурацкую. Один фиг. Бесконечная история. Одним словом, велосипед — это явно не то хобби, которым мне следовало бы заниматься. Но я в него так влюблен, что я не могу ни остановиться, ни бросить.
ничего с этим сделать не могу. И это бесит и раздражает. Ну, я просто насморк. Велосипед-то радует. Ох, обратно меня ждет ветер в лицо. Ман. И что интересное, я посмотрел, сколько такие куртки Гебраухт, ну типа БУ, бывшие в употреблении стоят в eBay. 250 евро. Вообще только одно предложение, и то 250 евро. То есть их нету даже бэушных. Офигеть. Единственная косячишка, я не взял никакого рюкзака, никакой сумки для банки меда, куда его класть. Ну, если что, положу в подседельную сумочку эту свою. Она здесь у меня еще расширяется, и здесь можно еще больше сделать. Она вот так вот здесь раскрыть змеечку, и она еще больше будет. Это моя большая, я поменял. Думал, сегодня же поеду далеко, и поменял на большую. Обычно я с маленькой сумочкой езжу. Моя коняка. Я всегда, когда на нее смотрю, не могу налюбоваться. Я вон крылья повесил, потому что сегодня обещали целый день дождь, никакого дождя нету. Ну, короче, велосипедик, блин, он подизменил мою жизнь. Вот если вот так вдуматься, я, блин, так благодарен ему. Вот. Даже не знаю, люди, которые не ездят на велосипедах, или которые там ездят на велосипеде со Шрота там какой-то, или с Kaufland там за 50-100 евро. Ну, сейчас я не понтуюсь. Я просто говорю, что есть разница колоссальная. На каком велосипеде ездить, как ездить, куда ездить, зачем ездить. Есть разница. И сам по себе велосипед, хобби, это нифига не дешевое удовольствие. Это довольно-таки затратно. Это всегда какие-то расходы. Это все, не дешево. Это хобби, блин, всегда требует денег, подсасывает. А денежки. Лехин. Алло. Так, женщины. А что ты здесь делал? А? Полицию сейчас вызову, блин. Там будут с тобой разбираться. Ты чё, блин? А? С таким видом женщины на меня смотрели. Сейчас мы вызовем, блин, разберемся. Не надо ничего, сейчас все разберутся, где надо. В общем, велосипед — это кайф. Это много очень видео. Каждый велоблогер снял видео, как велосипед изменил мою жизнь. И это действительно так. Я просто не знаю, не могу подобрать слова. Наверное, надо как-то с чатом GPT заранее составить текст, как он изменил мою жизнь. Я не могу так красочно, красиво изъясняться. Но я бы вот с удовольствием снял бы тоже такое видео. Потому что я ему прямо благодарен. В знак благодарности ему. С Руси еще в кино. Я, наверное, уже рассказывал в прошлых видео. Вообще супер понравилось. Я, как обычно, натаскал рюкзак. Взял с собой полный рюкзак всякой газировки сладкой, чипсов, таких всяких. Полный рюкзак, потому что там покупать этот попкорн их не сладкий, я его, во-первых, не люблю, во-вторых, безумных каких-то денег стоит. Вон пошли. Я так уже давно не был в кино, хотя я всегда ходил с этим рюкзаком, своими чипсами. Ну как-то на стреме такой, блин, сейчас скажут, вот, а что у тебя там в рюкзаке, а нельзя, как-то будет стыдно. Вообще пофигу, заходи хоть с чемоданом, вообще никого не интересует. Тут еще какая-то интересная кино, Love Story какая-то. Бокалу шампанского нам налили. Это включено было в билет. Надо понимать, что билет сам по себе недорогой, 8,80 евро. Ну, то есть это дешево, еще и шампанское налили. Красота. Кинотеатры, блин, я немецкий не очень люблю, потому что мне в них тесно, душно, звук не ахти какой. Блин,
я помню наш кинотеатр «Звездный» в Одессе. Да тоже кинотеатр, а тоже звук, а это все. Ну пофигу, я по большей части не любил здешние фильмы, потому что я половину не понимал, о чем речь. Ну, то есть мы смотрим на немецком. А в этот раз такие диалоги все простые, никто не тараторит, все чинно, благородно, и сам фильмчик интересный такой, со смыслом. Блин, мне понравилось, я прямо вообще все понял, абсолютно такой, да ладно, сам от себя не ожидал. Ну вот, ну было прикольно, полный зал, и это будний день, ну такая дешевая цена, потому что будний день, потому что у нас отпуск, поэтому мы смогли в будний день туда добраться. Вот такая вот, друзья, история. Извиняюсь за мои сопли в кадре. Уже делаю это машинально, по привычке. Это, блин, катастрофа с этими соплями. Я не знаю, что с ними делать. Еще, блин, недавно было... Ну, что-то расскажу, да, про кинотеатр. Сожрал я, пока еще реклама и шла. Я уже, блин, сожрал все свои чипсы. Я себе там одни взял, Ира себе другие. Там типа био, шмио. Я себе самые дешевые, лишь бы дешевые. И такой сожрал, пока еще реклама и шла. Там титры только фильма начались. Я уже, блин, все, фоль такой уже сожрал, уже нажрался, уже дышать нечем. У меня еще в рюкзаке газировок 6 банок. И, типа на нас двоих, ну, учитывая, что Ира это не пьет. Но так как вдруг выпьет, и надо же иметь в виду, и на нее рассчитывать, обидеться. Я уже такой, руки уже липкие такие, душно, я уже пот с меня течет, фильм еще не начался, господи. Я, короче, выпиваю эту газировку, и я уже к этому всему еще хочу в туалет теперь. И, короче, это вставать, я не знаю, тут так тесно, вот мимо всех этих проходить людей в туалет, это сейчас вот целое дело, нафиг. Короче, терпел. Ну, это все не страшно. Просто я сделал выводы, что нефиг больше эти рюкзаки таскать. Маленькую, может быть, упаковочку чипсов и все. Ну, то есть там не пить, не есть я не хотел, нафига я в себя это запихиваю. Все темы по кругу крутятся. Это пластинки, что там еще у меня, велосипед, геокэчи, Ира, все по кругу. Ну а как это моя жизнь, блин, что мне еще рассказывать? Что вижу, о том пою. Я в очередной раз просто, я на Ирусе иногда там бочку качу, что-то там где-то капризничает, где-то ноет. Ну, сейчас не как с маленьким ребенком на самом деле, хотя ты хочешь погонять, порезвиться. Она начинает, то есть ответственность за нее, как ну, за маленького ребенка фактически. Всегда надо впасывать. Но, ох, ветер. Сам факт, что она ездит, блин, 74 километра, 52 года, ей через 2 месяца 52 года. Где, кто еще вообще, хоть на электрическом, хоть на каком ездит такие расстояния? Вообще нигде никто. Ну как, не дохну, ездят, да. Ну из моих знакомых, из русаков, бабы, блин, все такие ленивые, все такие аморфные. Какие 70 километров, какие 50 километров. 10 никто, 5 никто не ездит. Она красавчик, ноет, но едет. У нас за эту неделю проехала 220 километров. Я горд ей, я вообще горд, что она это поддерживает. Класс. То есть могло бы быть все, блин, как и всегда было. Уже опыт у меня есть, нахрен. Че ты там, нафиг, это не интересант, иди, езди сам где-то там. Это, блин, вообще. Я лучше пойду ебанутым подружкам позвоню, и мы будем стоять под каким-то магазином, пить кофе. Вот это вот, блин. О, блевотина это. О, как так-то? А сейчас, ман, я не могу нарадоваться. Она красавчик. Ее вот когда вспоминаю это, я бочку на нее качу иногда, там что ворчу, недовольный там, этим, тем, блин, радуйся, благодари Бога. Еще посмотрели с Руси кино прикольное.
Это просто, ну так... Почему я об этом рассказываю? Потому что это так происходит редко. Мы вообще не смотрим никаких фильмов, никаких сериалов. А так как сейчас последние дни отпуска, и вчера вечером вообще нечем было заняться, ну, давай посмотрим что-то. И вот так мы оказались в кинотеатре перед этим. И так мы вчера посмотрели кино, как называется, экранизация по Стивену Кингу «Жизнь Чака». Прямо хороший кайф получили, кайфанули. Редко, но метко. Прямо такой философский фильм. И в то же время, я хотел сказать, глубокий философский, но он не глубокий. Он такой простой, мудрый, душевный, человеческий, приятный, хороший, добротный фильм. Вообще все, что делает Стивен Кинг, это все добротно и качественно. Он гений. И слава богу, что экранизируют его не все подряд, а такие же гении. И всегда его экранизации, это всегда шедевры. И я стараюсь смотреть периодически. Если снято по Стивену Кингу, то это для меня прямо знак качества, что можно посмотреть. Так я терпеть не могу, в принципе, всякие фильмы, сериалы в последнее время. Нет на них ни времени, ни желания, ничего. Но иногда прямо в точку. Вот прямо могу рекомендовать «Жизнь Чака». Нам очень понравилось. Мы еще после смотрели обзоры на этот фильм. Мы делаем так часто. Посмотрим. Мы там еще обзоры. Типа чуть поглубже копнуть, а что же имел в виду автор. Северо-западный ветер. В принципе, я мог бы сегодня доехать так 200 километров с ветром в спину вообще без проблем, наверное. Не буду я прямо такие быстрые выводы делать. Вот так вот по ветру можно было бы и покататься. Просто я смотрел прогноз погоды, он такой стоял. Типа дожди сплошные, ветер ураганный. Пусть и... Ну, он не совсем в спину, он боковой, но он помогает ехать. Короче, можно было бы. Вон солнышко, никаких дождей нету. Единственное, что такие мероприятия надо ставить на начало отпуска. Потому что в концу отпуска ты уже накатался, ты уже хочешь немножко отдохнуть, немножко спуститься на землю. А сейчас прямо вот послезавтра выходить на работу и какие-то подвиги совершать, что-то грандиозное делать. Нет ни желания, ни мотивации. А в начале отпуска ты еще не вкатился. Надо как бы потренироваться и Русю выгулять, потому что, типа, блин, у нас отпуска, ты, типа, сразу умотал. Надо с ней покататься. Мы покатались, и уже отпуск закончился. Я такой, ну, в конце недели, в конце отпуска совершу какой-то велоподвиг. И фиг там, мотивация закончилась. И, короче, вот такая, то есть в начале отпуска ты еще не вкатанный. Как бы, по идее, лучше такое планировать на начало отпуска, а в конце уже нету, ты вкатанный, но уже нету мотивации. И моменты, когда ты такое распинаешься, что-то рассказываешь, а аккумулятор давно сел и ничего не записывается. Я тут обнимался, целовался с лошадками, точнее
пытался поцеловаться с ней, ну, понюхаться, знаете, как с котами берешь и носами так вот, кайф. Так и с лошадьми тоже кайф делать, рекомендую. Я что рассказывал, что я восхищаюсь Варламовым, знаете, есть такой ютубер Варламов, он вещает какой-то позитив, несмотря ни на что, несмотря... Знаете, вот представьте себе, вы живете в стране, вас там объявили в розыск. Если вы там объявитесь, вас посадят, может быть, убьют, у вас будут большущие неприятности. И он такой, стоп, грусть, такой в Фейсбуке. Я на пробежку пошел, побежал, я сейчас в Нью-Йорке, я сейчас в Токио, я сейчас в Бразилии, я на пробежку, стоп, грусть, это жизнь прекрасна, друзья. И прямо мой кумир, это жизнь прекрасна, почему кто-то там, какие-то правители, какие-то негодяи, какие-то плохие люди, какой-то там негатив должны нам внушать, не знаю, как-то нас говорить нам, что этот мир не прекрасен, он прекрасен. У меня такая прямо мечта, вот как Варламов, путешествовать по всему миру и там только не бегать, а на велосипеде ездить. Такой, я в Нью-Йорке поехал на велопрогулку, велопокатуху. Я в Токио поехал прокатиться по окрестностям. Стоп, грусть, этот мир прекрасен. И не слушайте никого, он чудесен. Посмотрите, это же кайф. Посмотрите, это кайф. Посмотрите на этих лошадей. Стоп, грусть, друзья, стоп, грусть. Варламов красавчик. Я буду пробовать фальшивый сникерс, друзья. Сейчас вам скажу. Похож он вообще на сникерс? Хоть чуть-чуть. Вот люди меня догнали, которые там против ветра, с ветром боролись. Через полчаса нифига себе я от них оторвался. Так, что мы имеем? Вполне себе очень даже. Вкуснота. Но углеводы углеводным. Еще с арахисом. Рекомендую. Ну лошади, идите сюда, аккумулятор поменял. Камон. Ну, иди сюда. Ну. Стоп, грусть, друзья. Мир прекрасен. И батончики прекрасные. И велосипед мой прекрасный. И я прекрасный. Это цитата из вчерашнего фильма «Жизнь Чака». Рекомендую к просмотру. Посмотрите. Очень жизнеутверждающе. Фильм длится 1:50. Я его прямо просмотрел на одном дыхании и ждал. Мне показалось, что он вообще очень короткий. Я думал, блин, что, минут 40? Что так быстро вообще? 1:50. Но надо понимать, что я смотрел, и было интересно, без отрыва, на одном дыхании, но я все ждал какого-то сейчас тут развязки, какого-то продолжения, какого-то откровения. Его все не было и не было. Этот весь фильм сам по себе откровение. И он закончился на полусловии каком-то. Я такой, странно, какой-то классный фильм, очень классный, но какой-то короткий. Смотрю, 1:50, офигеть, пролетели как будто 40 минут. Так, друзья, до цели осталось 10 минут. Эта деревня оказалась дальше, чем я думал. До нее 10 километров с того смарного, с того места, где повернул в эту сторону. То есть это я еще 20-ку сверху, это около 70 всего будет. Я даже столько не собирался, я собирался вообще 30-ку проехать.
и успокоиться, он будет 70. Говорил, 21 скорость. Забудь, Саня, Сашок. Потому что сейчас я уже еду по каким-то плитам. Я вообще недооценил, как далеко эти координаты. Мне казалось, что по карте, что это прямо возле Марнов. А тут конкретно далеко. И конкретно по разбитой и убитой дороге. В общем, это будет Унтерцванциг bestimmt. Раз на этих плитах растряс все остатки мозгов и просто, сказал, никогда больше этой дорогой. Потому что здесь какая-то жесть, километры этой плитки, километры разбитых дорог. И вот я опять здесь, не прошло и 2 дня. Ман. Я еду. Мне реально жалко этот велосипед. Еще обратно возвращаться по этой дороге. Надо искать какую-то другую. Фак. По этим будет зеленки. Зависит от дороги, даже настроение твое. Уже я сейчас не настроен оптимистично, как полчаса назад. Там у лошадей. До пункта 2 минуты осталось. Но это, вот еще доехать надо. Вот реально, вот смотрите, вот. Это, значит, надо до угла, до конца дороги, и там еще направо. И это все вот в таких вот плитах. С ГДРовских времен, которые здесь лежат. Не так, даже настроение зависит не конкретно от дороги, а от обстоятельств, сиюминутных обстоятельств. Все хорошо, положительно складывается, ты доволен, ты на позитиве. Чуть не так, ветер в лицо, разбитая дорога, и ты уже не такой довольный. Так, осталась 1 минута. Надеюсь, мед еще там. И надеюсь, что он вообще влезет куда-либо, какие-либо мои сумки. Потому что мне еще домой пилить 30 километров с банкой в руке по вот этим плитам. Это не вариант. Вон он. Смотрите. Стоит родненький, вроде бы. Я, правда, без очков. Так. Стоит. Хорошо. Это хорошо. Так, надо как-то снять, чтобы было видно, что я просчитался. У меня еще мелочь. К сожалению, нет прям шага. Так. Достаю свою мелочишку. Наверное, надо одеть очки для этого, чтобы ее посчитать. Так, одел очки. Теперь достаю мелочь. При свидетеле. 5. Полтинник не хочу отдавать. 80. 6. Вау, еще нужно какую-то мелочь. 6. 15. Ох, там магнит, смотрите, не могу оторвать. 6,25. Все. Так, рассчитываю себе свидетели. 6,25. Смотрите, вот 2, 2, 5, 60, 80, 100, 125, 6,25. Ага. Вот, закидываем. Внимание, закидываем.
6,25. Вот цена. Хоник, Glass, 6 евро. Какой мне взять? Как думаете, он давно здесь стоит вообще? Не то чтобы мне прямо мед срочно нужен был, мне просто нужна была цель для моей сегодняшней покатушки. Мне кажется, он здесь стоит круглосуточно. Они его просто запирают вот эту дверцу на замок на ночь и все. Так, ну все, я взял одну банку. Вы свидетели. Деньги я в кассу бросил, вон касса. Теперь вопрос, куда его положить. Ну прямо с этикеткой все положим. Так. Сюда вот он влезет. Можно попробовать, конечно. Сейчас я увеличу. Видите, цак, и у меня теперь стала сумка такая вот огромная. Единственное, что теперь из заднего фонаря вообще не видно, а мне сейчас по дороге еще пилить. Ну, место так-то не так уж и много, я вам скажу. Плюс это теперь, блин, мне еще по плитам сейчас, как бы эта вся конструкция не оторвалась к дряни фене. Давайте еще что-то вытащим оттуда, чтобы оно полегче было. Сейчас по плитам, блин, испытание еще то будет. Блин, сумка вот шикарная просто. Единственный минус фонаря не видно. Так, а вот это инструмент и аккумулятор я положу в сумку подробно. У меня еще есть местечко. Все, друзья. Прикупил я меда. Все по-честному, все на доверии. Еще надо для стравы пофотографироваться с медом. Да. Ну и еду домой. Собственно говоря, больше, наверное, ничего включать, рассказывать не буду. Поэтому до новых встреч. Просить лайкать вас не буду. Все равно ни хера не лайкаете и до конца не смотрите. Не буду попрошайничать, не надоело. Все равно люблю вас, обнимаю. Оставайтесь на позитиве. Все, пока-пока. Приехал, друзья, получилось 61 километр получился. Сейчас посмотрю, какая там скорость вообще. Включил свою пароварочку разогреваться, парафиноварку. Вот. Эти сейчас показывают 87 градусов. А должно быть 120. Она еще такое имеет свойство, она нагревается, потом цак, отключается. То есть я было такое, это длится минут там 10-15, пока 20, наверное, пока она разогреется до 120 градусов. Я приходил, включал и уходил. Она имеет такое свойство отключаться там на 100 градусах или типа того. Ее надо еще раз включить, и тогда она до 120 доходит. Это уже моя вторая ваксоварка. Первую я купил, она была на 100 градусов. Мне писали, что 100 градусов хватит. Нифига, вообще это очень мало. Парафин не таял до нужной консистенции, не становился жидким на 100 градусов, поэтому только на 120. Вот это прямо ништяк, то что надо. Сейчас пока она разогревается, я попью пивасик себе такой. Вы там не пугайтесь, если что, с 61,37 я приехал с этим пивом. Я себе позволяю только максимум одну бутылку в день. 21 километр в час средняя скорость получилась. 2 часа 54 минуты, 2 часа 55, 86 ватт, потому что ветреный коров, как просто жопа вообще. 21, и то неплохо. Все, погнали пить пиво и варить цепь. Сейчас я покажу, как этот процесс происходит. Который я купил. Он уже чуть подзасахарился. Ну вот прямо стоит 17 июня. Срок годности до 17 июня 2027 года. Тут Deutsche немецкий мед aus eigener Imkerei, то есть из собственной пасеки. Тут вот еще Анке Шульт,
Анке Шут это тот, кто или та. Анке это женское имя. И адрес изготовителя. Прикольно, 500 миллиграмм. 500 грамм даже, не миллиграмм. 500 грамм. Так, я неправильную формулировку, не сейчас я вам покажу. Что я сказал, уже забыл, так, господи, я сейчас покажу вам, как это, как процесс выглядит, получается. Сейчас вот он, вот он уже ошибку выдала и отключилась. Опять я включаю, выключаю и включаю. Вот стоит настройка 120 градусов, сейчас 111. Вот тут такая ванна. Видите, он уже почти весь расплавился, но еще не весь. Ждем конкретно 120 градусов. Одеваем перчатки и варим. Вот уже помытая цепь. Вот она сейчас такая вот мягенькая, чистенькая, блестящая. Мягенькая. А когда ее провоксуешь, она такая прям вот дубовая. Такая не сгибающаяся. Вот. Свежая. Ну, не свежая, сейчас она уже мягче стала. А когда ее надеваешь на велосипед, она прям такая дубовая. Так, вот она достигла температуры 120 градусов. Воск уже весь расплавился, растопился. Теперь я кладу, скручиваю вот таким баранкой цепь. Обязательно вешаю замочек. Не полностью его растягиваю замочек, а так слегка наживляю вот. Потому что потом его на ваксованную цепь очень тяжело одеть замок. Поэтому я всегда уже с одетым замком ваксую и варю. Конечно, емкость не очень большая, и было бы неплохо, если бы она была побольше, но помещается. Таким путем надо дать ей еще полежать, повариться, пока порог такой не пойдет с вакса. Ну и вот так вот перемешивать. Ты как перемешивая, как бы выйдет весь воздух из нее тогда. И все везде провоксуется. Сейчас положил цепь, температура упала до 108. И сейчас надо подождать, когда она вернется опять к 120. Вот сейчас 110. Да, видно, нет, вот здесь вот электронная табло. И на 120 еще так минут 5 поварить ее, помешать. И все, потом вытаскивать, слегка протереть тряпочкой и повешу сушиться. Это надо, чтобы пузырьки воздуха здесь что-то вышли, которые между звеньев там находится воздух, его надо выгнать. Вот таким вот жестким помешиванием. Конечно, было бы лучше, если бы емкость была чуть побольше. Ну, так нормально. Не хочешь включаться, да? Ладно. Сейчас мы ее подвесим. Вешаем. Вот так я ее подвесил. Сейчас просто вот легенько протру
тряпочкой вот так. И все. Все. Висит, отдыхает, сушится. Все, друзья, на этом точно конец. Я еще задумался, может еще гриль добавлю. Посмотрим. Так, ну что, друзья, распаковка. Только я рассказывал, что заказал себе куртку по супер-пупер цене. Приезжаю домой, а тут доставка, куртка молниеносная, просто доставка, она же доставка. Я вчера или позавчера ее заказал, сегодня уже доставили. Офигеть. И вот в чем вообще прикол. Вот эта фирма Amp. На их сайте эта куртка стоит 250 евро, 249. Вот эта фирма Amp продает куртки эти же в eBay по 249 евро. На Амазоне 137. В чем подвох, я не знаю. Я думал, это другой какой-то вообще, другая фирма продает. Amp. Что происходит? Это очень подозрительно, потому что у меня остается только это хуже качества. Других объяснений у меня нету, потому что они не придурки, не идиоты, они знают эту цену. И просто так они тебе за даром продавать не станут. Короче, это размер L. Я уже сегодня с утра заказал L. Конечно, если бы я подождал еще часик, было бы лучше, будет она плохого качества. Я, конечно, отправлю обратно, где-то носиться, отправлять. Стресс, время, а оно мне надо. Та-да, та-та-да. Фига себе, что здесь происходит? Что за, блин, рождественские скидки? Алло? Что такое было? Что-то за даром. Вдруг ни с того, ни с сего. Ну так выглядит, как будто мой размер L. Ничего себе. Это что происходит тут? Ребятки. Ты может перепродавать? Я говорю, Иришки, давай этот бизнес откроем, смотрите. Наладим. Блин, я так мечтал об этой куртке. Вы не представляете, сколько я ждал, пока они опять появятся. Мало того, что появились, еще и дешевле. Не, уже вижу, что мне нужен XL. Узковато. Причем XL будет как раз. Кизя, смотри. Вот чуть-чуть она вот в груди, в плечах узковато. В целом. И это еще и на футболку, не на свитер. В целом неплохо. Ну все, тогда будем ждать XL. Эту пока отправлять не буду. Сравню с L. Смотри. Ну вот в плечах узковато. Распаковка, друзья. Все.